Перемирие Путина и Зеленского. Что происходит на линии фронта? Пойдет ли Москва на новое предложение Киева? Какой приказ получили ВСУ в первые минуты после заявления Кремля? И что думают жители Киева и Москвы о пасхальном прекращении огня? Услышим голоса людей с двух сторон. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, начнем, конечно же, с заявления о пасхальном перемирии. Заявление Путина стало для многих неожиданностью. До вчерашнего дня никто особо не говорил о таком варианте развития событий. 20 апреля часто упоминалось в западной прессе как дата, к которой Трамп хотел бы достичь абсолютного полного прекращения огня, но, вероятно, не пасхального перемирия. Тем не менее, Путин объявил его, как вы, вероятно, уже знаете, на 30 часов. Ровно в 00 21 апреля оно должно закончиться. Путин объяснил свое решение следующим. Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса. В течение нескольких часов после такого внезапного и, вероятно, ультимативного предложения Путина в Киеве отвечали размыто. Западная пресса успела расценить заявление Киева как отказ от режима тишины на 30 часов. Например, Вашингтон-Пост пишет: Путин объявляет 30-часовое прекращение огня в Украине на Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, отклонил это предложение, назвав его попыткой играть с человеческими жизнями. Издание Bloomberg также восприняло первую реакцию Зеленского следующей фразой: президент Украины Владимир Зеленский отклонил это заявление. В итоге Зеленский к вечеру выпустил большое официальное заявление, где по сути согласился с перемирием и, как пишут уже некоторые аналитики, переиграл Путина, потому что предложил не 30-часовое перемирие, а куда больше – полное прекращение огня. Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полного и безусловного затишья, Украина будет действовать зеркально, в зависимости от действий российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно установится, Украина предлагает продлить ее и после окончания пасхального дня 20 апреля. Это и покажет истинные намерения России, поскольку 30 часов достаточно для заголовков, но недостаточно для реальных мер по укреплению доверия. 30 дней могут дать миру шанс. И перемирие, судя по первым его часам, действительно начало работать. BBC со ссылкой на украинских военных сообщила, что подразделения ВСУ получили приказ прекратить огонь по российским позициям через несколько минут после начала пасхального перемирия, объявленного Путиным. По словам офицера, подразделениям было приказано фиксировать фото и видеодоказательства нарушений перемирия и открывать огонь в случае необходимости. Офицер рассказал BBC, что объявление застало всех врасплох. И, хотя большинство хотело перемирия, на передовой все еще сохраняется неясность относительно того, что оно будет включать. Конечно же, важно отметить, как граждане Украины и РФ отнеслись к подобным заявлениям из Кремля и с Банковой. В Киеве опрошенные не особо верят в данное обещание Москвы, говорят, что предыдущий опыт показывает, что доверять Путину не стоит. Итак, предлагаю послушать для начала ответы из Украины. Знаете, этот человек не способен договариваться. Он не умеет этого делать, он знает только, как добиваться своего силой. Он никогда не согласится на договоренности так, как мы этого хотим. Он хочет, чтобы все было по его сценарию. К сожалению, перемирия не будет. Сегодня ночью в Украине, особенно в Киеве, мы ожидаем ракетных ударов. Перемирия не будет. Вот что я думаю. Я не верю его заявлениям, потому что Россия – это страна-террорист, и они постоянно лгут международному сообществу. Я лично не верю, потому что это не первый раз, и правила уже нарушались раньше. Поэтому я думаю, что все будет не так, как он обещал, будут нарушения.
Предыдущий опыт дает некоторые доказательства. За 3 года полномасштабной войны не было ни одного обещания, которое бы русские не нарушили, верно. Вероятно, в этот раз будет так же, как и в прошлые годы. В Москве некоторые будто поддержали Зеленского, так как заявили, что одного дня мало. Но есть и те, кто хочет, цитата, раздавить, конец цитаты, украинцев. Давайте слушать. Мне кажется, любое перемирие – это в любом случае хорошо. С другой стороны, хотелось бы, чтобы оно продолжилось не только после Пасхи. Я думаю, с их стороны никаких договоренностей быть не может вообще. Пока мы их не раздавим, ничего хорошего не будет. Пасхальное перемирие всегда правильный жест. Он при любом раскладе хороший. Кому-то, возможно, сохранять жизнь. Всегда хочется верить в лучшее. Мы же всегда относятся с добротой, но мечи никогда не прячем. К миру нас может привести только решение о мире, вот и все. И больше ничего, на мой взгляд. Когда решение будет принято, оно будет осуществлено, а так это все пыль. Уже ближе к полуночи обе стороны начали заявлять, что перемирие не работает. В частности, в Украинском центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что бои на линии фронта не утихают, а в Киеве была объявлена воздушная тревога. А российская сторона также заявила, что ВСУ продолжают наносить удары по позициям РФ, используя FPV-дроны. Итак, какова ваша точка зрения относительно перемирия? Закончится ночью или Путин пойдет на предложение Зеленского и настанет полноценное прекращение огня? За мир вы или за войну? Пишите в комментариях. Украина опровергает публикацию в западной прессе о том, что Киев якобы готов поддержать мирный план США на 90%. А именно об этом шла речь в статье издания New York Post, где со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Дональда Трампа такое заявление приписывалось министру обороны Украины. В частности, речь якобы шла о том, что Киеву остается лишь подумать, где пройдет линия фронта после прекращения огня. Я думаю, часть их опасений связана с территорией, с тем, что они называют де-юре и де-факто, пояснил представитель администрации. Де-факто означает, что мы признаем, что русские занимают эту землю, но не говорим, что Украина откажется от нее навсегда. Де-юре означает, что мы признаем, что русские забирают эту землю, и мы никогда не вернем ее обратно. В Минобороны Украины заявили, что ведомство не принимает политических решений, поэтому не могло делать никаких оценок в процентах. Давайте послушаем ответ телеканалу Sky News. У нас есть несколько принципиальных позиций. Мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как Россия не поддержала это предложение и продолжает ежедневно наносить удары по украинским городам и инфраструктуре. В таких условиях неясно, как кто-либо может обсуждать или измерять в процентах прогресс какого-либо диалога. Наш главный вопрос – как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня было реализовано и надежно контролировалось? И, наконец, новость о новой войне, но на этот раз в Бразилии. Страна оказалась на грани крупного экологического и политического скандала. Легендарный лидер народа Каяпа, 91-летний Райани Метуктири, сказал свое жесткое «нет» планам властей разрабатывать нефтяные месторождения в чувствительном регионе Амазонии. На крупнейшем собрании коренных народов страны Акампаменто Терра Ливре Райани прямо заявил, что выступает против проекта госкомпании Petrobras, которая хочет начать бурение у побережья штата Амапа в экологически уязвимом бассейне Фос-ду-Амазонас. Райани заявил, что лично высказал свои претензии президенту Луле да Сильве. При этом Лула, который активно строит имидж защитника тропических лесов и союзника коренных народов, публично поддерживает идею бурения в этом регионе. Он даже критиковал экологическое агентство Ибама за то, что оно не дает зеленый свет нефтяникам. Фос-ду-Амазонас считается одной из самых перспективных нефтяных зон Бразилии с геологией, похожей на соседнюю Гаяну, где одна из компаний уже качает нефть в промышленных масштабах. На кону миллиарды долларов, судьба Амазонки и доверие к власти. Лидер, которого весь мир знает как защитника природы, теперь вступил в прямой конфликт с президентом, которого он же поддержал на инаугурации. Я против этого нефтяного проекта. Я думаю,
что должна быть альтернативная энергетика для работы транспортных средств, но не на нефти. Я лично сказал президенту Луле, что я против этого, я не приемлю эту нефть в бассейне Амазонки. И я также хочу подтвердить, что я против плотин нефти. Это окажет влияние на местные сообщества общины. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!